У нас получилось. Только я почему-то себя у вас слышу. Ну, Не знаю. А раньше не было такого? нет. Ну, вроде уже все. Ну, хорошо, все. Все хорошо у нас. Значит, 21 декабря, суббота, 11, уже, правда, 4 минуты. Немножко опоздали на 4 минуты, но это не страшно. И это значит, что мы в эфире с Владимиром Золотаревым. Шалом секта, Анкап Акбар. Нам уже отвечают Анкап Шалом. Шалом, да пребудет с нами Мизес. Пишут нам в чате. Так что уже все шире, ширятся круги. Пароль от вопрос-ответ. Ответ, да. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте всех, кто нас смотрит. Это, наверное, последний будет у нас стрим в этом году. Ну, все-таки Рождество начинается. А теперь у нас же два Рождества. По новому стилю, по старому. Новый год по новому стилю, по старому. Теперь отмечать можно до бесконечности. Ну, не до бесконечности, но, по крайней мере, 2 недели точно можно отмечать. Поэтому сегодня с Владимиром. Так что задавайте вопросы, те, которые не успели задать в течение года, и которые хотели бы получить ответ, потому что до следующих вопросов придется ждать 2 недели. Или даже 3. Ну, наша любимая 2-3 недели. Вот так, 2-3 недели. Да, Поэтому да. 2-3 недели придется подождать, если не зададите сегодня вопрос. Я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я уже тут поменял очередной микрофон. Но если плохо, пишите, что плохо. Будем искать следующий. Значит, ну что, раз это последний эфир в этом году, надо подводить итоги этого года. Вот ну, какой-то год, мне кажется, был какой-то однообразный, потому что сейчас вот только закончилась тревога, потому что было подозрение, что запускают в очередной раз орешник. Но, видимо, у них что-то пошло не так. То есть заявку подали, запустить пытались, и он не полетел. Ну что, значит, это хорошо. Сегодня ночью в Херсоне разбомбили онкоцентр кабами россияне. Вчера Херсон обстреляли из артиллерии, танков, всем стреляли по Херсону. Вчера по Кривому Рогу прилетела баллистика. Вчера по Киеву прилетела баллистика. 5 ракет, часть сбили, может быть, ну говорят, все сбили, не будем спорить. Но вокруг костела теперь там такой... Вчера было весело. Около костела и на Антонович. Так что... Ну, вот это вот какой-то весь год, вот он весь и происходит. Там 100 беспилотников прилетело. И оно вот каждый день одно и то же, и даже не знаешь. И как-то вот ты пытался вспомнить, а что же было еще в этом году такого? В общем-то, ничего такого и не было, что все как-то однообразно. Вот так вот и живем. А у вас какие по поводу прошедшего года, что вы можете рассказать, что у нас было в прошлом Но у году меня хорошего? скорее, ну, не то, что оптимизм, а осторожный оптимизм. Вот. А именно в связи с красной волной в Штатах. То, что у нас тут, да, у нас тут сегодня пролазно, грустно и бесперспективно. Вот. А по поводу Штатов, ну а почему за них надо переживать? Потому что это как бы Римская империя номер 2, которая, ну, собственно говоря, главная сейчас в мире. Вот. И красная волна, она внушает в этом смысле оптимизм, потому что нас она тоже зацепит. Тут не удастся никому отсидеться. Вот. Только, ну, что называется, дайте время. Если она, так сказать, действительно там устоится и так далее. Вот. То есть меня этот факт, конечно, очень удивил. Ну, само его наличие такое, ну, после стольких лет настойчивой, каждодневной промывки мозгов, вот это все внушение чувства вины там и так далее, и тогда газлайтинга этого, вот, который начался еще ж до Обамы, на самом деле все это началось, это изменение в риторике левых, потому что если взять, ну, условно говоря, там левых образца тогда, когда с ними там пытался заигрывать Ротбард, то это совершенно другие левые, они бы сейчас бы назывались бы ультраправыми на лексике, как бы вот это, ну, они, во-первых, все были сторонниками горячей свободы слова, ну, вот вспомним там разные истории, там, типа, которые в фильме «Народ против Ларри Флинта» там, и так далее, то есть чего, ну, категорически нету современных, то есть
левые слились полностью как бы с государством. Они и раньше были татисты, да, но они как бы несли в себе вот всегда двойственный такой элемент. Вот. И это другие, сейчас это как бы совершенно другие левые, и их трансформация началась там еще в 90-е годы очень активно. Вот, стало заметно, что, потому что, если даже взять там классический скетч Монти Пайтон в жизни Брайана, где там, значит, один из, условно говоря, там террористов армии освобождения и иудеи просят считать его женщиной, и вот там, значит, вот эти все рассуждения, которые сейчас выглядят как будто, это сегодня, да, то есть было написано. Вот. А на секундочку, это 70-е годы. Вот. Это 70-е годы. То есть все это началось как бы значительно раньше и продолжалось, развивалось. Вот. И если Пайтоны на это реагировали, значит, это уже была какая-то общественная такая дискуссия. Вот. Там же есть и замечательный у них в скетче про церковную полицию, вот, там, где у нас на лестнице снова дохлый этот самый там епископ, да, это, наверное, кошка принесла. Вот. А из какой этой самой епархии? Да посмотри, у них там татуировка на шее. Да, вот этот вот самый там в конце, значит, находят убийцу, вот, а он говорит, а я не виноват, это общество виновато. Ну, приходит полиция, арестовывает всех, значит, присутствующих, кроме него. Потому что общество виновато, то есть вот это все как бы началось еще тогда, ну и, соответственно, мы видим как бы логическое продолжение и завершение этого в виде там лимита на грабеж в Калифорнии, что $1000, значит, это типа можно. Вот. Ну, потому что общество виновато, что он до такого состояния, значит, вот его довело. Вот. А он сам не, он сам белый пушистый. То есть, если мы все это видим у Пайтонов там в 70-е, значит, это примерно тогда уже стало актуально. И вот столько лет это все продолжалось, что казалось, что они уже победили, и надо ждать просто естественного процесса развала, который обязательно последует, там болезненный, очень тяжелый, вот, как это было с Советским Союзом, без переосмысления какого-то на самом деле. А просто в силу вот объективных законов экономики оно развалится, но люди будут продолжать верить во всю эту фигню. Короче говоря, это могло продолжаться очень долго. Вот сам факт наличия красной волны говорит о том, что в принципе, все-таки пессимистический подход. Он переоценивает их возможности, этих леваков. Вот. Оказалось, что они не так сильны, оказалось, что здравомыслие не только сохранилось, но и расширилось. Вот. То есть так или иначе, это очень, очень, очень важный факт, как и все предыдущие, как Brexit там, и тому подобные вещи, когда народ высказывает свое мнение, и оно отличается от мнений как бы элиты. Вот, и в данном случае с драматическими последствиями, поскольку, если посмотреть на карту голосования, там подробную по графствам, то в Штатах как бы красная волна действительно хорошенько так захлестнула эти штаты. Вот. И как я уже говорил, тут уже, конечно, дальше уже проблема такая, потому что ожидания у людей одни, а желания Трампа и команды, наверное, такие другие, да, то есть люди ждут революции на самом деле, то есть они ждут радикальных изменений. Вот. И эта же проблема, кстати говоря, касается MLA точно так же. Вот. А возможности и желания как бы людей, которые пришли к власти, они, конечно, ограничены, они будут вынуждены идти на компромиссы. Вот. И когда мы говорим там республиканское большинство, то на самом деле там нет республиканского большинства с той повесткой, с которой идет Трамп. Да, то есть Трамп все равно в меньшинстве, и самые там радикальные какие-то, для них, для нас, понятно, это не радикальные вещи, но для них радикальные вещи, они, конечно же, выяснится, что часть республиканцев, если дело дойдет до Конгресса, то часть республиканцев будет активно голосовать вместе с демократами против Трампа. Вот. Короче говоря, посмотрим, увидим так или иначе, главное тут не останавливаться. Опять-таки, публика там взялась всерьез за дело, как мы знаем, были созданы там различного рода комитеты, да, по контролю за выборами, вот, что, я думаю, сыграло свою роль, поскольку люди, они в плане, так сказать, фальсификации на выборах, они
девственные. Вот, там, конечно, были и раньше случаи всякие позорные, но они всегда как бы клеймились, там о них рассказывали и так далее. В XIX веке там активно покупали голоса и тому подобное. Но это все вошло в учебники хрестоматии и считалось, что на самом деле выборы честные, но выборы как бы Трампа предыдущие, то есть когда пришел Байден, показали, что это самое фальсифицируем активно, как бы подбрасываем. Вот. И публика пришла в себя и как бы начала это дело контролировать. Вот. И что тоже, наверное, сыграло очень важную роль. Вот. Теперь меня просто удивляет там еще наивность некоторая. Ну, наивность, то есть они находятся сейчас где-то на уровне демплатформы в КПСС. Вот, то есть, когда, ну вот сейчас пошли, то есть примерно такие же процессы, как, похожие, какие были в Советском Союзе, то есть полезла отовсюду информация, то есть как тогда в эпоху гласности, да, что оказывается этот не тот, и тот не такой, и оказывается, что Кеннеди убила там ФБР или ЦРУ, я уже не помню, кто из них, вот, ну и так далее, то есть вот оно сейчас все вылезает, ну вот у людей шок, то есть они вот сейчас это переживают, и вот то, что сейчас происходит, это примерно демплатформа в КПСС, да, то есть давайте-ка мы вот реформируем наш правильный, в общем-то, хороший Советский Союз. Вот. А так он хороший, его надо просто немножечко там социализм там, с человеческим лицом и, там, и так далее. Вот. Привести. Вот примерно такая же риторика сейчас вот у Маска там, и так далее, которые все топят за Конституцию. Да? То есть давайте вернемся к Конституции, там туда-сюда. Вот. Но мы же понимаем, что ну, Конституция это не работает, в принципе. Вот, если она за 200 лет как бы показала вот такой результат, значит, она уже в любом случае, ну, хоть ты либертарианец, хоть кто угодно, да, ну, ты просто видишь вот результат. Вот результат, значит, уже надо с ней что-то делать. Ну, это будет следующий шаг, когда они это поймут или не поймут уже. Если не поймут, им хуже. Вот, если поймут, то лучше, и им лучше, и нам всем лучше будет от этого. Вот. Но это уже следующий шаг, то есть сейчас они до этого кризиса еще пока как бы не дошли, да, то есть у них как бы позиция, давайте вернемся в старое доброе прошлое, где так было всем, значит, тепло и уютно, вот, но из этого-то ничего не выйдет, но тем не менее как бы что-то там может быть реформировано, какие-то расходы могут быть сокращены, а надо понимать такую простую вещь касательно расходов, что вся вот эта фигня, которая творится в мире, там ковид, шмовид, глобальное потепление, все вот это безумие там с мигрантами, да, возможно только тогда, когда у правительства много лишних денег. Вот финансовый голод, он быстро приводит в чувство. Вот, то есть если нет как бы лишних денег, которые государство может тратить на свои вот эти прокси системы в виде там якобы общественных организаций, которые там занимаются травлей, значит, и людей и толкают эту, значит, людоедскую повестку, вот, то их не будет. Их не будет. Потому что, ну, конечно, своя рубашка ближе к телу. Да, это долгосрочные интересы, это мечты о мировом господстве, понятно, но их придется отложить немножечко. Их придется немножечко отложить, потому что денежек нет. То есть вся эта значит, возня, она возможна только потому, что есть вот эти вот деньги, которые они свободно рисуют триллионами по любому поводу. Да? То есть сначала ковид, вот, потом война немножко, значит, тоже они там нарисовали. Вот, сейчас, наверное, там инопланетяне уже, значит, над Нью-Джерси летают активно, значит, это будет следующая попытка потратить много денег. Вот, и все это идет как бы на укрепление власти. Если денег нет, то есть это ключевой на самом деле момент, то есть то, о чем я всегда говорю. Вот. С государством можно, ну, вот как бы единственный политический возможный способ борьбы с государством – это обрезать ему корм. Вот. Потому что все остальные там реформы, там перестановка квадратиков и стрелочек, она как бы ничего не дает. Потому что за тем, что внутри этих квадратиков и стрелочек, следит сама бюрократия. То есть, если вы поручаете ей следить самой за собой, конечно же, ничего не будет. А вот если вы денег ей, значит, давать не будете, да, то тогда квадратики и стрелочки сами, значит, встанут в нужное место волшебным образом. Вот, поэтому держать за яйца вот эти вот финансовые, это очень правильный шаг. В принципе, да, это же была одна из первых мер, которую Трамп объявил. Причем, значит, объявил такой
очень показательной риторики, что это наш новый манхэттенский проект там, и так далее. То есть он тоже понимает значение, это действительно так, это деятельность, которой занялся Маск, это деятельность мирового значения, это событие номер один в мире. Вот это вся деятельность, которая будет происходить, это самое важное, что происходит сейчас в мире и что может дать какой-то действительно реальный результат, потому что просто-напросто корма у этой скотинки, значит, больше не будет. Либо будет меньше. Потому что 2 триллиона это все-таки почти треть, значит, госрасходов за год. Да, то есть это, ну, такая серьезная, значит, сумма на самом деле, вот, которая может аппетиты и желания, и способности этого, значит, монстра очень сильно, так сказать, укоротить. Вот. А поскольку монстр он мирового масштаба, да, то, соответственно, и всякая мелкая шушера, значит, там, в виде английских королей там, и прочих, значит, вот этих вот всех паразитов, она тоже, значит, будет от этого дела очень сильно зависеть. Вот. Ну и до нас тоже это дело дойдет, вот, каким-то образом уже. Поэтому здесь, ну, это меня радует, да, то есть я думаю, что Трамп, конечно, не справится с ожиданиями, потому что, ну, ожидания радикальные, а он не радикал. Вот. И я думаю, что Маск тоже со своей, значит, задачей не справится, хотя мне хочется верить, что ну, что он что-то придумает, потому что он парень головастый. Вот, в принципе, это, что называется, гений, да, то есть такие люди там рождаются действительно раз в 100 лет. Вот. Если он ничего не придумает и будет действовать так, как они действуют сейчас, то есть пытаясь за каждый там доллар с каждым отдельным ведомством, значит, там сражаться, то это не приведет к каким-то там, ну, что-то они там посокращают, конечно, но к каким-то радикальным изменениям это не приведет. Но важен сам факт. Важен сам факт, что это как бы теперь это тема номер один. То есть в любом случае, ну, правые, да, там назовем это дело так, то есть не левые, антилевые, так сказать, люди, они от этого выиграют, даже если у них там ничего не выйдет сейчас. Вот они от этого выиграют, потому что придется работать над ошибками, и тогда выяснится, что идея возвращаться к Конституции – это ошибка. Вот, сокращать надо как бы не по отдельности, а радикально там, то есть менять надо другое, менять не столько саму как бы затратную часть бюджета, а доходную часть бюджета надо менять, да, то есть там сокращать надо как? Через доход, а не через затраты. То есть когда они уже попали к ним в лапки, понимаете, и у них там уже там расписаны какие-то процедуры, то вы же должны по их правилам действовать. Вот, то есть вы должны найти где-то там что-то не то, да. Вот как Маск там публикует сейчас какие-то, значит, там смешные статьи расходов. Вот, смотрите, типа, чем занимается правительство. Там действительно смешные как бы штуки, но это опять-таки и работа от расхода. Вот, то есть он должен опять-таки следовать этим всем процедурам, вот там объяснять, где у них в этих процедурах какие-то дырки и так далее. То есть вот этим всем логистикой это все заниматься. А между тем рабочий способ, то есть и там он и пропадет. Вот, там он и пропадет, потому что там миллионы этих всех, значит, пунктиков, расходиков, там, значит, и так далее, комиссий под комиссией, значит, там, департаментов под департаментом. Вот. А правильный путь – это сокращение дохода. То есть, а там уже дальше расходуйте как хотите. Мы вообще туда лезть не будем. Вот, но мы вам просто денег не дадим. А вот и все. Вот и все. То есть это как бы другая стратегия, но им она пока не видна, потому что они верят в Конституцию. Но тем не менее, да, это я уже заговорился, значит, тем не менее, я считаю это событие, ну, очень позитивным. Вот, независимо от того, как оно там отразится на нашей войне. Вот, потому что, ну, у нас тут как бы совсем, как это сказать, долбоебы, вот, у власти, поэтому их трудно привести в чувство. Вот. Но я думаю, что, может быть, и удастся их привести как бы, в чувство. Там. Вот. Но, как я уже говорил, тут, говоря о наших, то можно рассчитывать только на черных лебедей, которые вдруг там где-то прилетят, что-то там такое случится, и там кого-то пододвинут наконец-то вот, куда-то. Вот, и потом, значит, придет простой народ, как это обычно бывает, и все исправит. Вот. Если там простого народа не будет, то, значит, будет
либо какое-то поражение, но уже там в разных вариантах, да, в разных вариантах. Или такое, или сякое, уже там, как оно будет, этого мы не знаем. Вот. Так что здесь, что касается наших перспектив, они не радужные, да, что касается перспектив мировых, то они сейчас мне видятся, ну, по крайней мере, какой-то глоток, так сказать, свежего воздуха там есть. Ну, соответственно, есть надежда, и есть надежда, что эта волна покатится из Америки и по другим странам, что, собственно говоря, косвенно уже происходит. Себя потерял. Ну что, тогда перейдем к вопросам уже из чата, которых много. Ну и тут по ходу вопрос, как вы считаете, имеет ли смысл Дональду Трампу избавиться от ФРС? Ну, смысл, конечно, имеет. Только Просто сможет ли он это представление, сделать? Да? может ли он это сделать раз, а во-вторых, он не хочет это делать два. Вот, и у них наивные представления, что у него, что у Маска, но у Маска, по крайней мере, это было раньше, сейчас не знаю, он там, по-моему, достаточно много читает всякого, потому что у него меняется точка зрения правильная. Вот. Насчет Трампа, он постоянно говорит про низкую, значит, процентную ставку, то есть, ну, вот эти вот все фальшивые идеи. У него же проблема с ФРС в том, что с его точки зрения там высокая ставка, понимаете? Поэтому он хочет, чтобы ниже была. А чтобы была ниже, это нужно именно ФРС. Только ФРС может искусственно понизить ставку. Так что вряд ли он понимает, что ФРС просто не нужен. Вот. Ему, наверное, там пытались там рассказывать там, всякие Роны Полы там, и прочие, но тем не менее, так сказать, проблема не в этом. То есть он как раз, ну, у него в принципе с эконом-теорией плохо. Ну, потому что он переговорщик, он предприниматель, да, он как бы хороший предприниматель, хороший переговорщик. Но, как мы уже говорили, бизнес это одно, а эконом-теория это другое. Это разные знания. То есть бизнесмен может получать прибыль, не зная вообще эконом-теории. А если он будет ее знать, да, он, может быть, лучше будет понимать, что делает государство, что происходит на рынке, да, она ему поможет. Но это не критически важно для него. Вот, поэтому его задача как бы это спекуляция, то есть при угадывании точек как бы в обществе, где можно получить прибыль, это его функция. И если он здесь как бы молодец, то в принципе ему больше ничего не надо. Вот. А Трамп это предприниматель, вот, у него эти навыки, видимо, есть, и хорошие, и он ошибочно полагает, что его знание бизнес-процессов равняется знаниям экономики. С его точки зрения, низкая учетная ставка, значит, Центрального банка – это хорошо. Безусловно, с точки зрения предпринимателя это хорошо, вот, потому что дешевый кредит. Но с точки зрения экономики она должна быть такой, какая она есть. То есть она должна быть без вмешательства как бы посторонней. Потому что низкая это не значит реальная. Да? То есть это все равно, если Центральный банк, то это низкая ставка, это не реальная ставка. А реальная ставка другая. Да? Ну и как бы эконом-процессы идут по реальной ставке, вот, вы ничего с этим не сделаете. А низкая ставка просто замазывает это дело, вот, замазывает вам очки, так сказать, и вы ничего не видите и делаете ошибки. Так, вопрос. Владимир, сегодня вопросы из разных тем. Ну, как обычно. Как один написал нам в комментариях человек, Владимир похож на знатока и что, где, когда. Только один, который отвечает на все вопросы сразу. Ну что ж. Какой книги, какого автора есть, какой герой? Да. Ну, примерно так. Владимир, какие могут быть проблемы и жульничества при подушном налоге? Ведь сразу появятся мертвые души и просто толпы налогоплательщиков, конкретных политических сил или олигархов. Ну, потому что не будет. А где возьмутся политические силы и олигархи? Так же, как меня начинают спрашивать там по поводу организованной преступности при АНКАПе. Но, друзья мои, вся организованная преступность сидит на преступлениях без пострадавшего. Да, то есть это в большинстве случаев это наркотики, вот, оружие, проституция, то есть то, что при АНКАПе будет, так сказать, открыто, легально.
Вот. На чем будет тогда пастись организованная преступность? Зачем олигарх, так сказать, в системе, где есть подушный налог, если он ничего с этого не имеет? Олигарх это всегда как бы человек, который использует власть. Но если власть как бы трудно использовать, раз, а во-вторых, она ну, настолько маленькая, что ее нет смысла использовать, то откуда тогда олигарх? Откуда политические группы? То есть в идеале подушный налог вот в такой форме, как у меня, он нужен для того, чтобы это государство сдохло само. Вот. Сдохло само, потому что главная задача, как мы знаем, это то, чтобы оно сдохло в голове. Так вот, такой подушный налог, он просто, ну, он сильно облегчает этот весь процесс. Потому что, ну, во-первых, он человека сразу, он ему дает счет, да, то есть сколько это стоит, вот, и это регулярно каждый год все время повторяется, и так далее, и так далее, и так далее. Параллельно происходят процессы, так сказать, перевода из способа через налоги к способу я плачу за услугу тогда, когда я ее получаю, да, потому что, ну, вот, представь себе, вот у вас, значит, подушный налог, таким образом вы платите за дороги государственные, вот, и, соответственно, если вы не платите, то вас просто на них не пускают, вот, но возникает вопрос, а почему я должен платить как бы подушный налог, да, если я могу разово заплатить и проехать, вот. И это мощный стимул для того, чтобы потом постепенно все эти дороги из суммы налога этого убрать, а перейти к разовой оплате, потому что это более как бы разумный способ. То есть, иначе говоря, приватизировать фактически. Да? И такой же стимул ну, как бы возникает и для всех остальных способов, включая армию. То есть нельзя взять и прийти к власти и допустим, приватизировать армию. Это ну, как бы сложная задача. Да? То есть через подушный налог она будет приватизирована постепенно. То есть сначала там контракторы какие-то, сначала там какие-то второстепенные, там снабженческие все штуки уйдут, да, к частнику, значит, а потом и все остальное, включая подразделения там какие-то, то есть появится частная армия и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот в этом смысле как бы подушный налог и нужен. Вот. А зачем мертвые души? Ну а смысл? Смысл мертвых душ, если вы голосуете за то, как потратить деньги? Голосуют тогда, когда деньги получают, да, то есть тогда есть смысл мертвых душ. Вот мы проголосовали, провели в парламент, значит, каких-то там паразитов, вот паразиты приняли какой-то закон, и нам теперь отстегнули из бюджетика. Но здесь нет бюджетика, вот в чем дело. В том смысле, в котором мы его все привыкли понимать. Он разово формируется на год для тех задач, которые победившая, значит, команда ставит перед собой на этот год. Все. И вот эта сумма, поделенная на число налогоплательщиков, она и составляет вот этот самый подушный налог, на который они рассчитывают, так сказать, с людей получить на свою деятельность. Вот. Все. То есть где здесь... То есть получается, что голосуют опять-таки налогоплательщики, а не получатели, да, то есть по факту. Вот. Ну и так и должно быть. То есть если ты получаешь что-то, то есть если ты какой-то контрактор, вот, или если ты там на какую-то там социальную помощь получаешь там от государства, да, вот, то ты, конечно же, не голосуешь. И не голосуют те, кто непосредственно в этом участвует, то есть вся эта команда и все люди, которых они наняли, они тоже права голоса не имеют. Вот, то есть остаются только те, кто платит, и у них стимулы другие. То есть им нет никакого стимула рисовать какие-то мертвые души. Вот, ну, то есть я, по крайней мере, их не может быть все, понимаете, может быть все. Но в данном случае мы говорим не о том, могут ли быть те или иные события, а мы говорим в данном случае о стимулах, и только о стимулах имеет смысл, с моей точки зрения, вообще говоря, говорить. Вот, потому что они в конечном итоге создают динамику, значит, определенную, которая вот этих разные случаи, которые, безусловно, будут, они будут сводить их на нет. Вот, то есть сначала, возможно, их будет много, потом их будет меньше. То есть вот об этом идет речь. То есть, ну, никто не может сказать, что там не будет какого-то мошенничества, попыток использовать эту систему. Просто стимулы таковы, что их причин для такой деятельности меньше, а другие стимулы таковы, что как бы со временем этой деятельности просто не будет, потому что она не нужна. Вот. Но сначала, конечно, да, по старой доброй привычке, безусловно, будут пытаться там что-то мутить, в надежде что-то вымутить. Вот.
Но в целом, опять-таки, стимулы, они вот так вот работают. То есть самый простой аналог для понимания стимулов – это, допустим, представьте, что это быстрое течение, да, и вот по нему плывут, значит, кораблики, вот, или даже лучше просто отдельные пловцы. Вот группа пловцов плывет. Вот. Против этого течения. Значит, кто-то отстал, кто-то, значит, там снялся с дистанции и так далее. Чем дольше происходит процесс, тем меньше пловцов этих остается. Вот. Возможно, кто-то один там доберется там до цели, да, но все остальные, значит, отстанут. Но это займет какое-то время. То есть вот так работает Steam. Да. Ну, вообще, подушный лог проще всего понять, мне кажется, даже не с дорогами, а со школами. Когда у тебя есть ребенок, ты готов платить за его образование. Когда у тебя его нет, то ты за него не... Ну да. Ну, смысл платить, когда ты своего уже выучил. Поэтому школа и медицина, они уйдут первыми, на самом деле. Может быть, даже еще до введения этого подушного налога. Так. Какие целенаправленные действия стоит проводить для эволюционного перехода и отказа людей от законодательного поля с переходом в правовое? Вот вечный вопрос о практике. Что делать? Ну, есть, если есть желание, то есть попытки там создавать, к примеру, частные суды. Вот, в интернете это поищите, и они там сейчас тренируются на кошках, то есть пытаются решать какие-то, значит, там конфликты между людьми, ну, вот, пишут себе регламенты и так далее и тому подобное. Вот это вполне конкретное дело, но в попытке, по крайней мере, подготовить там почву для того, чтобы оказаться из легистской системы перейти уже в чисто правовую, то есть такую, которая уже является чистой воды спонтанным порядком. Вот. Ну а так в основном, конечно, просветительство, деятельность, я считаю, по-прежнему считаю как бы самое важное. Вот, то есть вот распространять этот подход, потому что для большинства это вообще открытие оказывается, что право старше государства, как это так, как это может быть. То есть это вечная как бы дискуссия, то есть у людей нет базовых, на самом деле, самых базовых знаний по этому поводу. Вот, по поводу того даже, что система Гоббса, например, она чисто логически невозможна, да. Вот, потому что для того, чтобы люди как в естественном состоянии, да, которые там вот бедные, несчастные ходят, колотят друг друга, отдали власть какому-то государству, у них уже должна быть идея этого государства, откуда она у них взялась, если они вот так вот ходят просто и колотят. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну и понятно, что опять-таки это государство, которое вдруг начинает жить по праву, то тогда откуда возьмется идея права? То есть идея права должна в любом случае предшествовать как бы организации, которая ее с точки зрения Гоббса единственная способна, так сказать, втюхивать в жизнь. Вот. Ну и там много такого. То есть все эти теории, значит, общественного договора, они все как бы являются фикцией. Вот. Поэтому здесь просвещать и просвещать еще. Просвещать и просвещать. Но практически вот эти вещи, если есть интерес, то вот частные суды и попытки, например, ну, представьте, что вы частный судья. А по какому праву вы будете судить тогда? Вот есть там набор уже неких, они же связаны между собой, то есть и процедуры определенные, вот, и, так сказать, прецеденты, которые уже, вот, то есть по какому праву вы будете, там, римское, например, будете использовать, или вы будете использовать, к примеру, там, общее право английское. Вот, надо зарыться, почитать, вот, есть книжки по общему праву, где, предприняты попытки как-то обобщить, что это такое, как. Вот. Посмотреть на это римское право, потому что оно, мягко говоря, разное, и там есть много того, что нам не надо. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть вот это деятельность, подумать над тем, как это может быть, да, то есть если каждый судья руководствуется, по идее его задача решить конфликт. И вообще говоря, он может произвольно выбирать правовые нормы,
потому что его задача, чтобы стороны пришли к согласию. Вот, как бы, ну и решить, условно говоря, уже кто там прав, кто виноват, если это спор, да, если это какой-то конфликт. Вот, и он может выбрать, так сказать, что-то, ну, какую-то одну, там, либо смешать там несколько каких-то практик, вот, но если они дают результат, вот, то в этом нет как бы ничего плохого. Нет ничего плохого. Вот. И такую систему, в принципе, уже давно пора создавать. Вот. Но опять-таки, поскольку нет полностью децентрализованной платформы интернет, да, где она могла бы жить себе тихонечко пока, вот, то, конечно, ее будет трудно создавать сейчас, но можно было бы на этом этапе заняться именно вот штудированием вот этих вот всех правовых систем и попыткой состряпать некие такие, ну, кодексы, не кодексы, а хотя бы наброски таких кодексов для частных судов. Для частных судов. Ну, потому что, ну, это просто вот облегчает задачу, да, то есть, да, ты судья, ты можешь принимать решения, ну, на основе просто здравого смысла, вот, но наличие такого кодекса, как бы, так сказать, оно сильно облегчает тебе задачу, в том смысле, что если этот кодекс тебя ни к чему не обязывает, да, то есть ты не обязан следовать, как в случае континентального права, вот, а ты можешь им просто следовать, да, то в таком случае это очень удобная вещь и для расширения этой практики, потому что несколько таких кодексов, может быть, разных, с разными процедурами, возможно, там и так далее, они сразу, когда там эта штука начнет разваливаться и станет вопрос, а что же, где же, а куда же нам теперь бечь, да, и как же нам теперь решать вопросы, а вот, пожалуйста, вот, хотите быть судьей, на, вот тебе одна книжка, вторая, третья, вперед, пытайся, попробуй заработать на решение конфликтов людей. Еще вопрос следующий. Чем отличаются австрийцы Иската-институт и Мизес-институт? Расскажите, пожалуйста, о сути конфликта. Суть конфликта я уже не помню, но просто институт Каттона, он создавался при участии Ротбарда, вот, и создавался по результатам вот этой самой его известной записки, вот, секретной, где он, значит, там объясняет необходимость. Ну, он просто говорит, что левые это делают, давайте мы будем это делать. Вот такого рода, значит, структуры. И вот такая структура была создана, но со временем ее просто захватили леваки. Вот. И сейчас там никаких, я не знаю, там кто там остался, там какие-то вот австрийцы, их там нет. Их там не было уже давно. Вот. Они делали, ну, он, потому что институт Каттона, он гораздо более богат, но у него было значительно лучше финансирование, чем всегда, чем у Мизеса. Вот. Они делали иногда полезные и хорошие исследования, большие. Вот, чего Мизес не делал, именно от института, да, то есть, но Мизес делал другие вещи, я имею в виду институт Мизеса. Вот, было, например, у них хорошее исследование в частных школах в Индии, где, значит, авторы показывали, что частные школы в Индии оказались дешевле, чем государственные. Вот, и, ну и вообще эти школы считаются для бедных. Да, ну и так далее, так далее. То есть многие такие парадоксальные с нашей точки зрения вещи. Вот. Но потом это все исчезло, даже вот эти вот вещи, я, например, как-то год назад заходил на сайт, я уже не мог эти все исследования, совершенно безобидные, никакие не радикальные, ничего, но их там уже не было. Их там уже не было. Поэтому сейчас они занимаются, значит, темой вот этого человеческого прогресса, в которые они включают все левые, значит, там нарративчики по поводу черных женщин, значит, там этих самых меньшинств разных там и так далее. Это тоже у них элемент прогресса. Вот, пытаясь это все совместить с капитализмом. Вот у них проект этот Human Progress, он как бы существует, и вот они его проталкивают, и там есть пару ребят, ну, довольно толковых, вот, но только в этих рамках, только в этих рамках.
То есть прогресс не состоит в том, чтобы избавиться от паразитической системы. Боже упаси, там никто о ней даже не вспоминает. Хотя делают вид, что это самостоятельный такой сферический прогресс в вакууме, который как-то вот так вот он как-то вот откуда-то берется. Вот. А паразитов их вообще нет, то есть все хорошо. Вот такой деятельностью, значит, сейчас занят этот Катон. Опять-таки, что, ну, еще раз скажу, что там в этом смысле там есть интересная информация, да, можно это все, значит, найти. Я даже там переводил несколько статей оттуда, вот, интересных, поучительных, да, там о каких-то конкретных, значит, людях, деятелях, вот, о конкретных каких-то историях там и так далее. Вот. Но в целом, конечно, я даже не могу его назвать классически либеральным. Он лево-либеральный, если брать нормальную шкалу. Сейчас у него позиция. Ну, вот. А у Мизес института как бы старая проблема, которая называется Юроку, вот, который, значит, своей, ну, как это сказать, ограниченной позицией оттолкнул там много разных людей, которые могли быть вместе. Вот. И в итоге, ну, вот мы видим, так сказать, довольно, ну, не то, что жалко, но там у Мизеса хорошие старые наработки. Вот если там порыться по архивам, там очень много интересного. Сейчас они ничего такого особого нового не делают. То есть там, да, там статьи бывают, там мы их что-то переводим оттуда. Вот. Но вот такого, как раньше, то есть действительно важного, принципиального, концептуального, серьезного обсуждения, то есть там я в последнее время не встречал. Вот. Ну и плюс они как бы все попали под эти все антивоенные, значит, левацкие штуки, о которых я рассказывал уже, об их происхождении, почему они там так модны. Вот. А еще есть отдельно стоящий Рон Пол, который тоже это дело все время подзуживает, значит, и его Институт мира, где, по-моему, вообще открытые агенты Путина, значит, сидят. Ну, вот с моей точки зрения, либо полные кретины. То есть тут два варианта. Либо ты полный кретин, либо ты, значит, агент Путина, потому что писать такую херню просто невозможно нормальному человеку, который они там пишут. Ну, вот. Но это вполне ожидаемо, то есть это вполне как бы в духе вот этой сложной, значит, игры там спецслужб там и прочего вот этого всего. То есть, когда оппонента привязывают как бы тем или иным образом, создают ему образ врага, но не в том месте, где он враг на самом деле. Вот. То есть всех правых, значит, западных обвиняют в том, что они любят Путина. И это надо как-то доказать, да, это надо что-то. Поэтому всегда долгое время вот у них такая хорошая связка, симбиоз, значит, у западного истеблишмента и у Путина в том, что они друг друга поддерживают в этом деле. Вот, то есть Путин внедряет туда своих людей, либо они, ну, либо это просто какие-то, значит, там провокаторы местные, которых уже свои службы туда внедряют для того, чтобы создать как бы впечатление, что, вот, допустим, главная задача Рона Пола это, значит, проталкивать там пропутинскую повестку, в то время как его главная задача это, значит, борьба с федеральной резервной системой. Ну, но наличие таких уродов, значит, которые там пишут всякие сумасшедшие статейки, она сразу же, значит, смещает акценты у публики в другую сторону, да, то есть вот и Путину это нужно, и Западу это нужно, они друг друга прекрасно в этом смысле дополняют, вот такой симбиозик у них работает много лет, и результат его мы видим сейчас, в том числе и в администрации Трампа, они все этой, значит, штукой, так сказать, всей этой пропагандой, скажем так, они, конечно же, одурачены. Вот, то есть никакого понимания у них того, что происходит в Украине, нет, и близко. Вот, и они его и не хотят. Оно им не надо, потому что оно мешает их уютной картине мира, в которой они, значит, миротворцы, в которой проблему составляет не агрессия, а война сама по себе. Вот. Поэтому, ну и институт Мизеса в этом смысле тоже в авангарде идет всей этой тупости, как бы, ну, один из, да, потому что их там много разных сторонников мира, вот, там, начиная там от Роджеров Уотерсов, да, ну и заканчивая институтом Мизеса, то есть взгляды, так сказать, одного и второго полностью разные, но вот в этом вопросе они, значит, полностью совпадают. Вот.
Так что положение в этом смысле, оно довольно грустное. Что там, да. То есть Катон очень сильно как бы деградировал, и Мизес тоже. Как бы это очень плохо, конечно же, но тем не менее нам-то что, там нам свои работы, то есть и тот, и другой, в случае Катона это меньше, да, потому что там они поудаляли, очевидно, почистили старые какие-то свои исследования, то есть я их, по крайней мере, найти не смог. Они были полезны, вот я после очередной, значит, дискуссии полез там искать как раз вот эту большую статью про эти индийские школы, вот и не нашел. Вот, и потом кинулся, смотрю, а все, нету ничего вообще. Вот. В случае Мизеса это не так, то есть у Мизеса есть хорошие наработки, то есть архивы, книжки электронные там висят на этом сайте, то есть он еще даст очень много нам полезной как бы информации, но никаких откровений новых я от них давно не жду. Тут нам с вами работать и работать, а Да. не надеяться на старые структуры. Ну что, новое всегда должно пробиваться сквозь старое. Ну ладно, обойдемся без банальности. Значит, вопрос. Как правильно дать определение размеру государства? Какое государство больше? То, которое угрожает силой большому количеству людей, но не прибегает к непосредственному применению, или то, которое угрожает силой небольшому количеству людей, но прибегает к ее применению довольно часто. Например, сегодняшнее скандинавское государство может редко прибегать к репрессиям, но при этом активно вмешиваться во все сферы жизни. А какой-нибудь средневековый царь требовал там пару процентов, но при этом активно вешал людей на площадях. Думаю, стоит разделить два параметра – сила государства и размер государства. Постсоветские страны в 90-е – это не сильное, но большое государство. А древняя Спарта, если считать ее государством, это сильное, но небольшое государство. СССР – это и сильное, и большое. Ну, возможно, такая классификация и полезна, но где-то, да, но опять-таки надо подумать, где ее, так сказать, применить. Но в принципе размер, ну, используется такое понятие, как размер. Вот государство, что оно больше или меньше. А больше оно тогда, когда оно больше лезет в вашу жизнь. В чем бы это ни проявлялось. Да? То есть вот тогда оно больше. И, как правило, этот размер можно оценить по величине госрасходов, вот, потому что лезть оно бесплатно не будет, то есть оно за ваши деньги будет оно к вам лезть, то есть, точнее по соотношению между валовым национальным продуктом и вот этими самыми расходами. То есть чем большая доля ВВП как бы расходуется через государство, тем это государство больше. Вот. Чем меньше, тем меньше. То есть вот, ну, есть такой количественный критерий, понятно, как любые оценки такого рода, он очень условный, вот, но тем не менее вот он есть. Он есть. То есть нужно ли отдельно выделять силу, потому что ну, разные государства в разные времена ведут себя по-разному. Вот. То есть одно и то же государство там через 100 лет, глядишь, оно уже совсем как бы другое. Вот. То, что было там кровожадное, становится совсем не кровожадным и наоборот. Вот. Ну, а вот такая как бы оценка количественная через деньги, через процент того, сколько вашего дохода идет на, так сказать, кормежку этих людей, вот, он, ну, более реален, потому что он говорит о том, насколько трудно его будет потом сковырнуть. Вот. Там государство может быть сколь угодно там хищническим, да, и там вешать, значит, всех направо-налево, но достаточно одного какого-то, значит, мелкого восстания, как в случае этого Асада. Вот. Казалось, что он там сидит уже, значит, все уже, как, значит, врос уже просто туда, да, вот, раз и все, и нема. Вот, то есть, ну, достаточно какого-то такого серьезного одного какого-то, значит, конфликта, да, организованного хорошо и так далее. Раз, чик, и сломалось. Вот. А другое, наоборот, вроде как и не трогает особо никого, но что-то там произошло, вот, один кризис, другой, и с ним как бы все хорошо, оно нормально существует, как бы и дальше продолжает. Вот, поэтому вот эти вещи, они, понятно, все условные, но если мы хотим сравнения, а зачем нам, собственно говоря, цель, чтобы сравнить?
вот, то вот такой критерий, я считаю, он пока что ну, самый оптимальный. То есть берем валовый продукт и смотрим, сколько из него государство отбирает на свои как бы нужды. Вот. А, другого я, ну, возможно, есть смысл, да, где-то говорить о силе, но, так сказать, я тут не могу сказать, что я как бы против этого, да, если так удобно кому-то, если из этого можно построить какую-то концепцию, то пожалуйста. Вот. Но для меня пока вот этот критерий существует, то есть чисто количественный. Ну и сила все равно держится на том, сколько, как ты можешь платить своей армии и полиции. Бесплатных Ну да. фанатиков достаточно мало, поэтому с ними легко справиться. Поэтому основное действительно это деньги. Сколько есть денег на то, чтобы платить армии и полиции. Ну и чиновникам, врачам и в первую очередь учителям, чтобы они забивали мозги. Поэтому, так, що ви думаєте про теорію ігор в контексті австрійської економічної школи? Що ви думаєте про роботи Оскара Монкерштерна і його книгу «Теорія ігор та економічна поведінка»? Книгу не читал, поэтому ничего не думаю. Ну вот. А в целом теория игр, ну, я много раз говорил, то есть она к экономике, если и применима, то очень-очень в малой степени. Вот. Почему? Потому что она не учитывает, ну, не может быть такой валидной теории, да, где у вас одно и то же событие при разных, как бы, при изменении небольшом условий, вот, дает противоположные результаты. Но в данном случае там я говорю про дилемму заключенного, вот, классическую. То есть то, чем обычно размахивают этатисты, вот, говоря, что государство, оказывается, нужно, чтобы обеспечивать кооперацию людей друг с другом. Вот. То есть если мы берем уже, значит, долгосрочную игру, да, то, значит, там вдруг откуда ни возьмись появляются эти самые, значит, кооперативные решения. Понимаете, не может быть одноразовой игры, где, значит, их нет. Вот. А если эта игра, значит, длительная, то они вдруг откуда ни возьмись, значит, там есть. То есть надо, если это хорошая теория, она должна показать, каким образом такие решения, откуда они берутся. Откуда они тогда берутся. То есть в этом порочность этого подхода. Вот. Он может применяться на ситуации действительно вот таких вот, когда множество игроков действительно разово играют в разовые игры. Например, биржа. Торговля на бирже там вполне для некоторых, но опять-таки тоже не для всех случаев, вот, но для каких-то прогнозов, значит, такая теория игр, она вполне себе годится. Вполне себе годится. Потому что там еще есть, мало того, там еще результаты довольно быстротечные. То есть в отличие от экономических процессов, которые всегда результат очень-очень-очень-очень долгосрочный. Да, то есть если мы развернем во времени производство какого-нибудь ноутбука, ну так, чтобы вот я один сел и с самого начала до самого конца его сделал, мне, наверное, там, не знаю, 1 000 000 лет понадобится, чтобы вот я его сам сделал. Вот, да, то есть реальные экономические процессы занимают очень много времени. Вот. И поэтому для них, как бы, где нет результата как бы, вот такого быстрого, как на бирже, то есть где идет речь о купле-продаже, то есть там результат это просто сделка. Вот, сделка, купил или продал, там, заработал или не заработал. А для оценки длительных таких экономических процессов, то есть они могут физически выглядеть короткими, то есть вот они ноутбуки по конвейеру едут, значит, их там быстренько собирают, да, вот. Но реально для экономики это длительный процесс. Ну, потому что это все надо придумать, это все надо создать, это все вот так вот такой колбасой разворачивается во времени там, на очень большое время. Так вот, в такой ситуации, конечно, никакая теория игр нам ничем не поможет. А для разовой сделки с незнакомым человеком, вот, да еще в условиях специфической среды, где есть свои, значит, нормы, ну, в смысле биржи, да, там же есть свои правила, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот для оценки вот этого всего, да, оно вполне пригодно. Вот. Но таких явлений в экономике не так много. И они ее не определяют. Биржа это только самая маленькая верхушка, как бы такая. Верхушка очень большого айсберга.
вот, в котором уже действуют совершенно другие законы, для которых теория игр абсолютно бесполезна. Я просто помню, ну, уже рассказывал, наверное, много раз, что когда эта теория игр, значит, там появилась, стала модной, вот, ее первым делом, конечно же, начали пытаться применять в военном деле. И я как раз попал на этот период, вот, и нам преподаватель тогда еще, значит, мудрый человек, потому что, ну, понимал, что это такое, потом эта мудрость куда-то у них исчезла. Вот. То есть это был, ну, как бы хороший преподаватель из тех, которых вот Фейнман, значит, любит, которые понимают суть проблемы, а не просто там умеют, значит, грамотно формулу написать. Вот. Так он еще тогда говорил, что теория игр хороша, когда нет вообще никакого человеческого фактора. То есть, опять-таки, когда мы имеем дело с такими вот краткосрочными процессами, в которых, значит, должен быть какой-то быстрый, значит, результат. Он говорит, для оценки там на стратегическом уровне теория игр подходит. Там какого-то большого театра военных действий даже. Вот. А вот на уровне, условно говоря, поля боя, то есть на уровне там батальон, значит, там рота, взвод, ни в коем случае, говорит, даже не думайте вообще. Вот, потому что там другие, там уже вступает в действие вот этот самый человеческий фактор, а это значит что? Это значит долгосрочные процессы, где теория игр бессмысленна. Вот, поэтому книжку этого человека, ну, я слышал, что такая книжка есть, но я не знаю, что он там написал. Может быть, он как-то то, что я говорил, значит, подверг, значит, там сомнению, вот, и может быть, он прав, а я нет. Но вот то, что я вижу, и то, с чем я сталкивался в употреблении, в попытках употребления теории игр, то оно выглядит вот так. Оно выглядит вот так. То есть для оценки краткосрочных процессов, да, то есть там, где быстрый результат, значит, и очевидный результат получается, вот, в ситуации, когда, значит, там игроки не знакомы друг с другом, то есть для них не существует вот этой самой кооперативного решения, и как бы результаты теории игр могут применяться. Вот. Для более серьезного и углубленного анализа экономических процессов нет, она не годится. Вопрос. В США наразі розганяється драма, що створюється велика кількість робочих місць з чайовими. Чи це спосіб оптимізації оподаткування, чи щось ще? Взагалі, плата у вигляді чайових – це позитивне явище для економіки, чи навпаки? Там всегда какие-то компании безумные проходят. Ну, я не против чаевых, например. Вот, но там сейчас пошла мода среди этих рестораторов. Они указывают в чеке, значит, сколько, ну, что, ну, то есть затраты на рабочую силу, это прямо указаны в чеке, и вы платите сразу по чеку, как бы без всяких там чаевых. Вот, поэтому это скорее как бы ритуал, да, это скорее ритуал, и насколько я знаю, то в нашей практике есть и одно, и другое. То есть у нас человек, который приносит тебе еду, он все равно получает какую-то зарплату. Вот. Я не знаю, остались ли в Америке ситуации, когда там официанты работали исключительно за чаевые. Думаю, что вряд ли. Вот. А у нас это точно не так, потому что у нас им что-то платят в любом случае, но это такой ритуал, то есть я, например, там чаевые даю. Вот. И как бы в зависимости от того, как меня обслуживают. Правильно? Это такая благодарность. Я не вижу в этом ничего плохого. Вот. И не вижу как бы никакой трагедии в том, что они там существуют и так далее. Ну, вот. То есть, по-моему, это просто им нечего делать в очередной раз и очередная проблема, которой на самом деле нет. Ну. Ну, чем бы люди не занялись. Ну, хотят же обложить налогами чаевые там, в разных странах, то есть попытки. Тут надо докопаться до мышей уже, до тараканов. Да, да. Не, ну понятно, что если обкладывать налогом, то я категорически против. Но для этого как бы нужно, чтобы человек каким-то образом показал эту сумму. Ну а как он ее покажет, если ему наличными дают? Ну вот, и, собственно говоря, зачем? Ну, мы уже обсуждали. Ну, это опять-таки зависит от конкретной ситуации, от конкретной угрозы там, со стороны государства конкретному ресторатору, например, да.
вот, которому могут сказать, что там, чувак, значит, давай тут что-то вот делай, да, то есть либо плати им так, либо эдак, но чтобы мы видели. Вот они у тебя просто так ходить тут не могут, и там чаевые брать они не могут, мы так решили, например. Тогда да. Вот. А если это просто компания, то это очередная, то она бессмысленна. Вот. Ну, конечно же, никаких налогов на чаевые, это чушь собачья. Потому что чаевые – это подарок. Ну, понятно, что да, налоги можно на что угодно внести. Вот. Но я считаю, что это просто, что называется, от жадности. Вот. И в попытках влезть еще глубже, так сказать, в разные отверстия к вам, чтобы там оттуда, значит, вас пытаться достать. Ну, мы уже обсуждали, что в Штатах основная вся мелкая экономика держится именно на наличке, которая неучтенная, и люди за счет этого, собственно, и живут. Это как бы традиция уже американская. Например, если я много ездил по Штатах на машине, есть заправки, на которых не принимают карточки, принципиально, только наличка. Все, вот что ты хочешь? Много наличку принеси. И никто тебя за карточку никакую не обслужит. А в Швеции, например, нет заправок, где принимают наличку. Только карты. Ну, Поэтому, прогрессивная Европа давно борется с наличкой, то есть и куча дураков там этому делу подпевают. Вот, это да. вопрос. Как вы считаете, имеет ли место инфантилизация молодежи? Сегодняшний 30-летний – это играющий в компьютер подросток по сравнению с 30-летним в ваше время? Ну, так и есть. Но, с другой стороны, это хорошо. Ну, как хорошо? Не инфантилизация, а то, что у него есть время, значит, поиграть в компьютер, вот, а не ходить там с бараной за лошадью, значит, то это уже хорошо, это значительный прогресс. При том, что на моих глазах буквально а, возраст, точнее, продолжительность активной жизни выросла лет на 10. То есть это вот я это вижу, да, то есть сейчас человек моего возраста, там еще там, лет 20 тому назад, это был бы уже глубокий старик, там, который бы не смог вот так вот сидеть, бухтеть тут с вами. Вот. А сейчас, ну, это не так, да, то есть сейчас возраст как бы пожилой, там, старый и так далее, он сдвинулся хорошо, сдвинулся, да, лет на 10. Ну, вот. А это большой отрезок, ну, для человека, в который он может, так сказать, работать, где он может там как-то реализоваться, что-то еще сделать, успеть и так далее. Вот. Поэтому то, что 30-летние действительно там живут еще с родителями и так далее, ну, это, кстати, и раньше было, то есть это люди, которые там не могли устроиться в жизни, значит, это, ну, всегда был критерий, живет ли человек с родителями, да. Вот. Ну, понятно, что в селе, например, это другая история, потому что в селе они все живут там в одном доме, то есть это другая история, это нормально. Вот. А для городских людей это уже, как бы, конечно, ненормально. Это ненормально, и всегда это было, то есть там и всякие невесты, там, когда вот обсуждали потенциальных женихов, то вот факт того, что потенциальный жених живет с родителями, конечно же, был большим минусом, вот, потому что это значит, что он себя, значит, обеспечить не может. Вот, и, соответственно, ну, семью с ним создавать как бы не очень хорошо, не очень хорошо. Инфантилизация, она происходит на самом деле всего населения, а не только молодежи. Потому что государство – это же нянька, то есть она себя позиционирует как няньку, которая вот за вами бегает везде все. Ну, так это дело выглядит снаружи. Оно хочет, чтобы вы так думали про него. Вот, которая вам там исключительно из любви там запрещает то или это. Вот, ну, и тут же вырабатываются еще привычки и стереотипы и так далее. То есть, если вы с детства ничего сами не делали, не знаете, как это делается, не знаете, что овощи не растут там в супермаркете, да, где-то там на земле, вот их надо выращивать и кучу труда приложить к этому, то, конечно же, вы будете инфантильны не только в детстве, но и дальше. Вот. А когда детям, то есть это опять-таки мы упираемся в школу, в детский сад, в родительский контроль, то есть, ну, это старые фишки, о которых полно там всяких там мемов в интернете,
Вот. Но действительно так, если сейчас посмотреть на мое детство, да, то первый вопрос, а как мы выжили? Потому что там было действительно все не так, то есть никто не бегал за этими детьми, там, вот, не одевал им там шлемы там какие-то, значит, там, налокотники, наколенники там, и так далее. Ломали активно ноги, руки, вот, постоянно карбид взрывали, да, то есть и прочие такие вещи творили, значит, страшные, там запускали ракеты из этого карбида, там, лазили где хотели, там, ну, вот, по страшным стройкам, значит, то, что сейчас называется заброшка. Вот заброшек в СССР было масса, потому что строили долго, неумело и коряво. То есть один какой-то там дом могли строить там лет 10. То, что сейчас строят за полгода. Вот. Тогда, значит, это все могло продолжаться лет 10. Вот. И на этих стройках всегда был, значит, запас разного рода арматур, там, того же карбида для сварки и прочей такой фигни. Вот, и дети там спокойно себе лазили. Вот, и ничего, да, то есть вот катались на этих горках, там, на санках и на всяком таком опасном, страшном виде, без всяких шлемов там и прочей там фигни. Вот. Но, с другой стороны, это и воспитывало, то есть это заставляло тебя самого оценивать риски. Вот, и уже, потому что когда тебя, значит, со всех сторон там упакуют, как средневекового рыцаря, то ты уже склонен риски недооценивать. Это один из эффектов, например, вождения машины с ремнем, вот, с пристегнутым, что человек как бы и риски в этой ситуации недооценивает. Вот. Потому что он привык полагаться, да, на вот, что у него там ремень, там, что он должен его защитить, а нет, да, оказывается, что не защищает. Вот, и он тогда склонен вести себя более безрассудно, как любая страховка такого рода, в целом, если уже на эту тему говорить, да, любая страховка такого рода, за которую ты сам платил, не платил, либо платил таким замысловатым путем, как платить через налоги. Вот. То есть это называется, ну, вот тот самый моральный риск, да, то есть когда ситуация, так сказать, потому что ты думаешь, что вот у тебя есть такая страховка от этого, а на самом деле, и ведешь себя уже как не так, как если бы ее не было. Ведешь ты себя не так, как если бы ее не было, потому что ты сам эту страховку не платил. Вот, то есть у тебя эти деньги либо забрали, либо еще каким-то образом, значит, это тебе свалилось на голову в виде подарка от родного государства. То есть, но возвращаясь уже к теме, то если говорить про инфантилизацию, она происходит всего общества, вот, не только как бы детей, там, подростков, но и взрослых. Вот. А то, что 30-летний человек играет в компьютерные игры, это прекрасно, я тоже иногда в них играю до сих пор с большим удовольствием. То есть это, ну, это такое времяпровождение довольно поучительное бывает, вот, потому что компьютерная игра хорошая, это хорошая книга, еще там целый мир, да, там, допустим, как мир Fallout, к примеру, того же там, вот, по этому делу возникает, да, то есть это интересно. Это интересно и часто довольно поучительно, и надо думать там, в общем, не так все просто, как кажется, это не просто тыкание мышкой там, вот, тупое. Так что, ну, и с другой стороны, смотрите, если 30-летний человек сидит и играет на компьютере, то это означает, что у него нет возможности где-то еще себя проявить. То есть, с другой стороны, это же как бы не случайно, это действительно элемент вот этой всей политики. Мы не дадим им работать, вот, ну, и пускай они, значит, тогда вместо этого играют вот в эти вот свои компьютерные игры, там свою агрессию, значит, вот эту вот мужскую страшную выражают и так далее. Вот. Если бы у него была возможность там зарабатывать, там открыть свой бизнес или еще что-то такое делать без всего этого гемора, который существует сегодня, то я думаю, что он бы скорее занимался бизнесом, вот, а меньше бы играл в эти игры, скорее как в плане отдыха там, и в плане удовольствия какого-то. Вот. Потому что там есть реальная деятельность, да, то есть реальный результат. Почему люди играют, значит, мужчины, в частности, в компьютерные игры, потому что, ну, женщины, кстати, в них практически не играют. Вот. Потому что это чисто такая мужская хрень, это тот самый тестостерон, вот, которого они боятся как огня. Вот, это, то есть, но почему он играет? Потому что там он видит результат своей деятельности.
Это крайне важно для человека, вообще для психического здоровья, там, любое. То есть если у него нет возможности получить результат в реальной жизни, он играет, он получает его здесь. Вот. И он там получает вот то же самое, что он бы получал как бы в реальной жизни, но, конечно, в значительно меньшей степени, потому что все-таки он понимает разницу между реальностью и иллюзорным миром как бы компьютерных игр, но тем не менее он туда как бы сублимирует это все. Вот. То есть в этом смысле, да, безусловно, если мы все запретили, и тогда человеку, и дали ему вот отдушину в виде компьютерных игр, где он может, значит, там размахивать мечом, воображая себя там средневековым рыцарем, значит, и так далее, или быть там суперимператором, который, значит, там захватил всю галактику. Вот. То есть делать то, что обычно делают люди в реальной жизни. Вот он делает это там. А делает он это потому, что ему не разрешают это делать, так сказать, в реальной жизни, поставив кучу каких-то, значит, вот ограничений, барьеров и всего такого прочего. Вот тогда да, тогда это безусловно плохо. Но это просто индикатор. В таком случае это просто индикатор того, что происходит. И проблема в этом случае тогда не в нем, а проблема в тех условиях, в которых он находится. Да, иногда лучше, конечно, в компьютерные игры играл. Как Путин, например, а то он в реальности пытается играть в компьютерную игрушку. И уже 1 миллион человек поубивал и продолжает этим заниматься. Надо было дедушку научить в свое время пользоваться компьютером, дать ему компьютерную игрушку, играл бы в Fallout себе, спокойно сидел, все было бы всем хорошо. Ну ладно. Что, вопросов сегодня больше нет. Сегодня у нас такой живенький, 1:15 мы поговорили, в принципе. Эфир получился живой, веселый, и как положено последнему в этом году. Поэтому на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, всем, кто нас смотрел. Молодцы. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписывать. Тех, кто еще не подписался, подписываться на канал. У вас теперь есть 2-3 недели, чтобы придумать новые вопросы. Спасибо большое, Владимир. Встретимся в следующем году. Всем до встречи и пока. Да. До встречи, с праздниками наступающими всех. Всех, кто будет праздновать, в какое время, со всеми праздниками сразу и поздравляем. Все, до встречи в следующем году.